Он решил проверить вас на картах Таро и помчался к гадалке. И вот что ведьма рассказала ему про вас. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодняшний общий расклад Таро для женщин на любовь, на отношения, на загаданного мужчину. Мысли, чувства, планы, действия с точки зрения того, что рассказала гадалка ему про вас. Мужчины также могут посмотреть это гадание, но со стороны. Возможно, для того, чтобы получить подсказки, советы, инсайты, возможно, для того, чтобы оценить ситуацию или, может быть, просто понаблюдать за ситуацией и за собой. Итак, давайте начнем с того, что посмотрим, почему погнал, почему он пошел к гадалке, какова причина того, что он решил проверять вас. Ну, смотрите, здесь два варианта. Либо ревность, и он заметил, что у вас есть переписка с кем-то. Но для этого у вас должен быть кто-то третий, его конкурент, давайте так скажем, да, или соперник. У вас должен быть запасной мужчина, да, или второй мужчина, какой-то параллельный мужчина. Либо просто ему не хватает общения и не хватает информации о вас. Поэтому здесь все логично. И ревность. И если вы знаете, да, что он может подглядывать, подсматривать, то есть не доверять, да, ревновать. И ревность, и дефицит самого общения. Хорошо, давайте теперь спрашивать. Раз у него по причине вот этой ревности пошло у нас полностью сегодня поток, да, какой информации ему действительно не хватало о вас? Какой информации ему действительно не хватало? Чего он не знал? Или в чем сомневался? Во-первых, он может интересоваться, есть ли у вас дети, потому что, по-разному бывает, прицепы никто не отменял, да, и прицеп не всегда, да, как-то высвечивается на ранних стадиях общения, да. Но здесь также, знаете, есть у него какая-то неуверенность. Ребенок — это всегда наивность, неуверенность, то есть, может быть, даже это и его наивность, но больше здесь интересовался ребенком. Не уверен он до конца в каком-то вопросе, да, не уверен, да, и здесь такое еще, знаете, у меня такое ощущение, что он хотел подстраховаться, именно подстраховаться, чтобы не было каких-то неожиданных вопросов. То есть информации не хватает, а неожиданности ему они не нужны, да, то есть он хочет какой-то предсказуемости. Поэтому, по сути, он пошел за предсказанием для того, чтобы не было предсказуемых моментов. А почему? Потому что он не уверен в себе. Человек, который уверен в себе, он идет в отношения спокойно, да, и смотрит уже по ситуации, как правило. И дети, да, то есть если дети он хотел, интересовался, да, если, может быть, и дети есть, нет, и так далее. Хорошо, что она ему неожиданно открывает о вас? Давайте посмотрим, какую информацию она ему неожиданно о вас открыла или открывает. То есть вот самое первое, что она ему сказала о вас. Первое, что она ему сказала, что открыла о вас. Но она сказала ему, что тебе с ней будет нелегко. И может быть, сказала ему дорогой, да, обычно, да, вот ведьмы, гадалки, они дорогой и дорогая, да, вот так ведут разговор. Это прикуп называется, да, дорогой. Она говорит, ты с ней попадешь в кармические отношения. Тебе будет нелегко, но тебе с ней связаться будет легко, а развязаться тебе с ней будет не очень легко, да, то есть и отношения у тебя с ней будут нелегкие. Он спрашивает, вот почему так? Он говорит, почему? Она ему отвечает, ты в нее влюбишься.
Ты влюбишься в нее, ты, может быть, даже уже влюбился, раз ты прибежал, как ребенок с расширенными глазами, с широко открытыми глазами, да? Ну, тут даже не то, что с широко открытыми глазами, а с широко закрытыми глазами, потому что ты же пришел узнавать, да? Ты влюбишься и будешь иметь чувство к этому человеку. А назад дороги уже у тебя не будет, по сути, да? Вот как бы дорога-то есть всегда назад, но здесь получается так, что ты свяжешься, и ты будешь проходить, прорабатывать карму. Ну так вот. Она ему говорит: хочешь, я тебе скажу, любишь ты ее по-настоящему или нет? Он говорит: давай, открывай. И вот она ему говорит, здесь не вопрос даже, что ты чувствуешь, любишь ты или нет. Ты уже связал с ней судьбу. Он уже с вами связал судьбу. Это она ему так говорит. Он спрашивает, это взаимно или нет? С другой стороны, то есть с вашей стороны. Отвечает мне эта женщина взаимностью или нет? Она говорит, да, она может тебе ответить, и ее чаша еще только наполняется. То есть ты можешь наполнить эту чашу, ты можешь связать ее сердце, свое сердце, судьбоносными линиями судьбы. И она может тебе открыться, но на это нужно время. И ты будешь как будто бы проходить испытания, она ему говорит, с ней. Вот знаешь, как чтобы сработал какой-то механизм, да, вот в этих отношениях, чтобы человек открылся, ты должен будешь наполнить эту чашу, сердце, да, открыть сердце свое, наполнить чувствами свое сердце. И точно так же открыть сердце ее и наполнить чувствами ее сердце. Хорошо, он спрашивает, а я ей интересен? Вот эта карта тоже интерес, да, обратное смотрим теперь. Я ей интересен? Она говорит, ты выглядишь как свободный человек, немножко, как бы как авантюрист она тебя видит, свободным человеком. Но ты ей интересен. Она любит приключения, особенно если любит приключения. Но это интересная карта всегда. Это всегда авантюра, это всегда приключение, это всегда что-то новое, путешествие. То есть она тобой заинтересовалась. Да, не так прямо, что, прям, знаешь, как в омут с головой прямо, любовь с первого взгляда. Нет, дорогой, подожди, ты торопишься. Здесь, если ты прибежал, ты прибежал, да, и у тебя сердце бьется, и глаза, выпучиваются или закатываются, да, потому что ты чувствуешь, что ты нашел что-то судьбоносное, то с обратной стороны она еще не понимает этого. Давай спросим, теперь. Он у нее спрашивает, а у нее дети есть или нет? Она ему отвечает. Скорее всего, есть. И от брака какого-то, да, она, скорее всего, уже была замужем. Кольцо, и, не отвечает, если тебе не говорит, то скрывает, скорее всего, ей, боится, может быть, или просто, не торопится открывать информацию эту. Но кольцо есть, брак, она, скорее всего, замужем была. Вот так вот. Поэтому, да, она сказала ему, не знаю, есть у вас дети или нет, но тут кольцо, и она, скорее всего, ему будет говорить, что, как минимум, есть обязательства, да, и прошлый брак, партнерские отношения. Поэтому, если была в браке, она ему говорит, то, скорее всего, да. Он спрашивает, а какие трудности у нас с ней могут быть? Какие вот эти испытания, да, что это за испытания такие? Что за трудности и испытания? Она говорит, человек непростой, на вас. Человек непростой. Она умная, и она хитрая. Она знает, чего хочет. Знает, чего хочет. Вот давайте спросим, когда она ему это сказала, как его сердце отреагировало на это, потому что, так как бы не все мужчины любят умных женщин, да, давайте вот так скажем. Вот как отреагировало его сердце, когда она ему сказала про вас, что вы хитры и знаете, чего хотите. Смотрите, у него начала даже болеть голова. Болеть голова.
Но его сердце начало учащенно биться. Давайте спросим, почему так? Что его возбудило? Это возбуждение, карта всегда. Всегда. И да, это удар всегда некий такой, да, но это не башня та, которая, да, это ориентир вообще, да, но это все равно голова, да, то есть реакция головы, понимание. Что его так возбудило или почему он встрепенулся, да? Но смотрите, для него это как гром среди ясного неба. То есть он был немножко в шоке, расстроенный, да, вот такой. И он насторожился, давайте так скажем. Это ориентир, это где-то пробуждение даже есть, а это, ну, такое. То есть я вам так скажу, этот человек, ему важно доверие. Ему важно доверие. А он спрашивает, она будет со мной искренна? Вот сразу же он начинает вас проверять. Видите, искренность здесь, информация. А вот здесь искренность чувств, да? То есть она будет со мной в перспективе искренна? Она говорит, да, если ты станешь тем мужчиной, который будет для нее важным, главным, как маяк. То есть, да, если ты покажешься ей светлым, чистым, то есть она потребует от тебя, ну, как бы даже негласно, взамен той же честности и искренности. А давайте посмотрим, вот эта цыганка, да, что она увидела в нем? Она увидела в нем искренность. Увидела ли она в нем искренность, в этом вашем партнере? Ну, она заметила ее букет, и она может быть в этом человеке. Она ему говорит, ты и сам можешь быть искренней, когда от всего сердца любишь. Вот и ты сам человек по себе закрытый, и с другими ты можешь быть абсолютно разным, любым. А вот когда ты открываешься в чувствах, открываешься в любви, вот тогда ты можешь открыть себя вот, ну, на все 100, да, то есть поэтому это симметрично. А он у нее спрашивает, интересно, вот у нас будет будущее, есть будущее развитие отношений? Она ему и говорит, отвечает ему, я извиняюсь, друзья, немножко есть проблемы. Она ему говорит, у вас все впереди, вы можете и пожениться, у вас может быть, ну, возможно, еще и дети могут быть, потенциально смотрите по своей ситуации. Но если ты проявишь настойчивость, да, и превратишь ее жизнь в нечто светлое, не похожее на прошлое, да, и у вас есть возможность развивать эти отношения. То есть вы можете быть счастливы. Он у нее спрашивает, а что мне для этого нужно? Что мне нужно делать? Что мне нужно делать? Ну, она ему говорит, ты должен стать для нее, ну, можешь стать, я не люблю вот это слово, да, ты можешь стать для нее всем миром по-настоящему, да, то есть, и тебе важно, ну, превратить ее жизнь в сад, да, то есть в радость. Это не то, что, знаете, как радость, что просто радовать каждый день, да, а просто жизнь поменяться может быть, да, то есть здесь и общество, да, свет и отношения, да, связи, то есть ты можешь изменить ее жизнь, опять-таки здесь сад и путь, он больше о чем-то общем, да, таком, то есть ты можешь как бы показать ей мир другим, вот в этом контексте это, да, не в контексте того, что ты каждый день должен ее чем-то радовать. Нет, это очень плоско, примитивно и тупо, да. Но так, к сожалению, думают часто, да, люди. А вот именно с точки зрения, что ему делать, ты можешь ей показать, что мир может быть другим. Он спрашивает, что мне делать в первую очередь, что для меня важно делать. Какой у вас сознательный, кстати, мужчина. Она ему говорит, будь самим собой, будь мудрым,
Будь мудрым. Поддерживай мудрость. Да, видите, у нас этот расклад больше для мужчин, да. Но тут, видите, такие общения. Да, достаточно интересные. Сохраняй мудрость. Пользуйся своей интуицией. Чувствуй свое сердце. И если тебе что-то непонятно, обращайся ко мне, приходи ко мне, я тебе всегда подскажу. Она ему говорит, да, тут предвидение еще, да, эта карта всегда прорицание, поэтому... Он спрашивает, чего мне не делать? Чего мне не делать? Он интересуется. Но она ему говорит, будь мужчиной и держись вот... Держись, соответственно, возрасту своему, да, вот не молодись сильно, да, но и не будь каким-то там старым дедом, условно говоря, да, и будь чистым, не повторяй прошлых ошибок, вот здесь. Ну и не будь сильно сюсипусником, скорее всего, она не любит мужчин, которые растекаются, да, то есть оставайся вот таким, ну, где-то брутальным мачо, но не будь говнюком. Ну вот так, да, потому что это сюси-пуси иногда. Хорошо. Он спрашивает, она мне может изменить? Может ли она мне изменить? Потому что он очень боится измен, ну, опасается, давайте так скажем. Может ли она мне изменить? Она говорит, с настоящим мужчиной, который чист сердцем, высокоразвит, духовно, интеллектуально, со спокойным мужчиной, с которым она будет чувствовать себя спокойно, со зрелым мужчиной, который не ребенок, не инфантил, она никогда не будет изменять. Хорошо, хорошо. Что вы сейчас чувствуете, можете поставить на паузу и написать комментарий. Он у нее спрашивает, а что она больше всего любит? Вот какие радости, подарки она любит? Какие радости и подарки она любит? Она любит свободу, он говорит. Она любит свободу. Она не любит, когда ее утесняют, когда ей ставят условия, когда ее в чем-то ограничивают. Вот так вот. Но это птичья клетка, и это всегда запреты. И... То есть ограничения она не любит. Она любит свободу. Видишь, эта гадалка про тебя говорит, что ты свободолюбивый человек. Она не сказала, что ты любишь деньги, да, или что ты любишь пользоваться мужчинами, а именно о свободе. Это самое ценное, что может быть у человека. Нет свободы, нету личности. Личность не развивается в условиях несвободы. Она деградирует всегда. Хорошо, он на нее спрашивает. Мне нужно проявлять настойчивость, давить, ну, активно проявляться. Она ему отвечает. Да, будь сильным, будь активным, будь настойчивым. Прояви себя как мужчина, да, как мачо, но не будь говнюком, да, опять повторимся. Да, то есть тебе нужно проявлять себя как мужчина, властный мужчина, сильный мужчина, могущественный мужчина. Но не забывай, что ты личность, не забывай, что ты человек. Это важно. Это важно. А он спрашивает, а как нас оценят другие как пару? Как нас будут видеть как пару? Он спрашивает. Как нас будут видеть как пару? Она ему отвечает, тебе должно быть все равно. Говорит ему, забей. Забей на все окружение. Не обращай внимания. Избавься от всех предрассудков. И если тебе кто-то будет что-то говорить, а ты будешь чувствовать, что ты человека любишь и что испытываешь какое-то влечение, никого не слушай. Разрывай с теми людьми связь и не возвращайся с теми людьми, которые тебя чем-то нагружают. Вот она ему так и сказала. Он говорит, а мне хуже не будет от этого. Она ему и говорит. Нет, ты сам будешь знать, ты сам это почувствуешь, что тебе не хуже. Ты один раз так сделаешь и поймешь, что отсекая, как лезвие макама, все от себя, да, лишнее, ты идешь путем сердца, путем любви. Он спрашивает, а когда она мне откроется, при каких условиях?
когда она начнет тебя понимать, когда она поймет, что ты с ней опять-таки открыт, когда она увидит чистоту твоих мыслей, чистоту твоих поступков, чистоту твоего сердца, и когда она поймет, что все, что ты думаешь, равно тому, что ты чувствуешь, потому что это проявляется в твоих поступках. И когда ты не будешь, такой как ребенок, да, когда ты не будешь сомневаться в чем-то, сомневаться в себе прежде всего, когда ты перестанешь в себе сомневаться, вот она ему так говорит, и когда ты сможешь спокойно, без какой-то тени сомнения или какого-то переживания смотреть ей в глаза. Он спрашивает, а что ей больше всего обо мне интересно узнать? Она ему отвечает, насколько ты свободен, ей это очень важно. Насколько ты свободен и насколько ты готов принимать решения и быть, а не казаться в этих отношениях, реализовывать свои возможности и реализовывать свои принятые решения. Она хочет знать, настоящий ли ты мужчина, потому что ключ – это фаллический символ, да, и скважина – это женский символ, да. Поэтому ей интересно, насколько ты, не насколько ты загадка, а насколько ты именно вот решительный, насколько ты отмычка. Вот мужчины, если вы смотрите, и вас где-то цепляют, это где-то за живое, может быть, наоборот, бесит, раздражает. Вот напишите, насколько вы отмычка, насколько вы ключ и так далее. Он у нее спрашивает, насколько прошлое ей владеет, то есть вами владеет прошлое, насколько прошлое вас держит. Она говорит, для нее это особого значения не имеет, и она как будто бы освободилась от прошлого. Да. Она уже давно тебя ищет, давно тебя ждет. Может быть, вы недавно делали чистки, отвязки, открытие дорог. Вот она, карта звезда. Видите, как она в контексте падает. Чистая, очищенная женщина. Она говорит, она чиста. Ее прошлое уже особо не давит. Он спрашивает, а ребенок нам может мешать или нет? Потому что он беспокоится по этому поводу. Она говорит, нет. Тут вопрос, если ты будешь обеспечивать, да, как бы семью, и женщина будет видеть, что ты можешь, да, она сама, может быть, и обеспечивает и себя, да, но ребенок тебе не будет мешать. Все упрется в конечном итоге в деньги, поэтому если ты не уверен в деньгах, в своих, то ты не уверен в себе, поэтому и не начинай здесь. А он спрашивает, у нее прошлое было болезненное, видите, он как бы колеблется, да, прошлое болезненное было. Она говорит, да, у нее кто-то ушел из жизни и ушел, как говорится, хлопнув дверью. И это оставило на ее сердце очень глубокую рану. То есть тяжелый разрыв был. А он спрашивает, это из-за мужчины? Она говорит, да, это из-за семьи. Из-за семьи, из-за мужчины. Скорее всего, кто-то ушел из жизни вообще. Крест и гроб здесь, и коса прям. И, может быть, это какая-то там публичная была ситуация. Может быть, просто расстались очень тяжело и публично, поэтому как-то так. А он спрашивает, а чего я не вижу в этих отношениях вообще? Чего я не понимаю? А ему отвечает. Ты не понимаешь одного, что ты мужчина, и все зависит от тебя. И до тех пор, пока ты этого не поймешь, ты будешь колебаться. А он говорит, а что мне делать в первую очередь? Она ему говорит, будь спокоен, поверь в себя, успокойся и делай такие поступки, поступай так, да, как будто бы ты каждый день работаешь над собой. И просто будь в этих отношениях стабильным, надежным партнером. Все, а тебе больше ничего в принципе не нужно.
Ты якорь, на тебя можно и нужно положиться. И тогда тебя будут всегда хотеть, любить, да, ценить, уважать и так далее. Да. Он спрашивает, что ей надо в первую очередь. То есть вам что надо в первую очередь? Она ему отвечает, она хочет однозначности, она хочет понимания и прямолинейности. То есть это и правда, и хочет, чтобы ты ее выбрал, между прочим. Но и ей тоже уже пора. Пора делать выбор. Я извиняюсь, друзья. Выбачаюсь. Поэтому ей нужен выбор. И она это понимает. То есть вы это понимаете. Он говорит, а если у нее кто-то есть? Посмотри, у нее кто-то есть точно или нет? Видишь, переспрашивает постоянно. Она говорит, нет, она даже, скорее всего нет, но она тебе не скажет. И тебе это сейчас и не нужно знать. И твоя задача не выяснять, какие есть у тебя соперники или нет. Тут, видите, мужчина один и всадник один. Все это пока второй мужчина не выпал и вторая женщина не выпала. Поэтому она говорит, оставь этот вопрос пока. Ты еще не наладил эти отношения. Ты просто колеблешься очень сильно, да? Из-за волнения твоего эмоции, темные эмоции тебя переполняют. Темная сторона тебя съедает. Он ее спрашивает, я смогу стать самым главным для нее человеком? Она ему отвечает, мыши по мышам, она ему говорит, смотри, если ты не будешь переживать, нервничать, страдать из-за каких-то расходов, прежде всего, если ты будешь уверен в себе, если ты ничего не будешь бояться, да, сможешь. Но тебя съедает вот именно сомнение. Он говорит, что мне делать тогда с собой? Я очень сильно боюсь, переживаю. Смотрите, мыши и луна – это страхи очень сильные. И он очень сильно колеблется. И это колебание он переносит на вас. Да? Он очень сильно колеблется здесь. Но эта гадалка чувствует эти колебания. И вы колеблетесь тогда в связи с ним. Она ему говорит, что делать в первую очередь, да? Какая причина? Да, давайте спросим. Он у нее спрашивает, какая причина, что мне делать с этим? Но она ему говорит, тебе нужно, во-первых, успокоиться, это раз. Она ему уже несколько раз так говорит, успокойся, успокойся. Она его все время успокаивает. Тут устойчивость. Здоровье, рост, устойчивость, да, всегда дерево. Но у тебя могут быть связи с прошлым. Это больше всего по роду идет. Вот видите, у этого мужчины по роду какая-то неуверенность, да. И до тех пор, пока ты не искоренишь вот этот грех по роду свой, да, или если ты бросил кого-то, да, уже бросил кого-то и мечешься, да, триггеришься, да, это триггер, всегда перекресток – это триггер. Вот до тех пор ты будешь вот так с этой женщиной, с предыдущей, с последующей и так далее. А что она, вот интересно, давайте спросим, а что она в нем такое увидела еще, что она ему не сказала? В нем, именно в нем. Что она в нем увидела, что ему не сказала? Но она увидела в нем светлого человека. Светлого человека. И она увидела, что он сможет избавиться от своих страхов, от своих грехов даже. Она ему даже говорит, что тебе нужно очистить свои грехи. Видишь, как интересно. И эти грехи могут по роду передаваться или за твои поступки в предыдущем браке, в предыдущих отношениях. А что она увидела в вас, но не сказала ему? Именно в вас. Но она ему не сказала, что вы еще тот подарок в кавычках, или та еще штучка, или та еще цаца, и не сказала, что вам вместе может быть намного сложнее, чем она ему сказала изначально. То есть она ему сказала, что тебе с ней будет нелегко, потому что ты влюбишься. Но не сказала, что вас ждут испытания. А давайте посмотрим, а какие испытания вас ждут? Как будто мы еще глубже заходим в этот вопрос. Смотрите, вы женщина с характером, вы женщина волевая, вы знаете, что хотите, вы знаете себе цену. Вы очень сильная, но ранимая душа,
И учитывая то, что вы пережили вот это вот, ну, вот эту карту, вертикаль, коса, крест и так далее, вы не дадите себя в обиду. Вот почему-то у меня такое. Он у нее спрашивает, мне нужно торопиться или нет? Она ему отвечает. Опять она ему говорит, успокойся, это рефлексия. Он рефлексирует очень сильно. Она ему говорит, подумай сам. Подумай сам. Не дам тебе сейчас ответ. Ты можешь и торопиться, можешь действовать медленно. А он говорит, подскажи, как мне быть тогда? Видишь, он напрягает ее, да? Она говорит, что ты услышишь свой голос, вглядываясь в зеркало. И здесь нету скорости ни в одной, ни во второй карте. Здесь переход. Переход, связи, рост. Ты почувствуешь тяготение к этой женщине. Тяготение к этой женщине. А он спрашивает, кто для нее авторитет? Она говорит, другая женщина. Скорее всего, мать или подруга. Для нее авторитет другая женщина. Мать или подруга. Но, говорит, они похожи. Они похожи друг с другом. Может быть, как две капли воды. Скорее всего, это мама или сестра. Ну, кто-то из родственников. Здесь зеркало и арка, видите. Он спрашивает, а чего мне больше всего стоит опасаться? Она ему отвечает. Опасайся конфликтов, споров каких-то, да, и сплетней. Но и если ты будешь давить на человека, да, на эту женщину, то ты рискуешь очень сильно. Напишите в комментарии, действительно, если на вас начинать давить, то тот, кто будет давить, то тот рискует. Или нет, или вас лучше придавить немножко, а потом так мягко отпустить. Хорошо. Он спрашивает, а почему так? Что такое? Вот если я буду давить, то почему так? Что? Ему-то непонятно еще. Ну, говорит, она очень сильный человек. И она не потерпит вот к себе такого не мужского отношения. Она сильный человек, но очень мягкая женщина, да, вот это вот. И она хочет возле себя настоящего мужчину, а мужчина настоящий не будет никогда давить на женщину. Он говорит, а как мне себя вести? Вот в первую очередь. Кем мне быть, да, как, или кем казаться, да, вот так. Ну, говорит, если не знаешь, говорит, лучше молчи, за умного сойдешь. Но, тем не менее, храни свои секреты, не выдавай все знания и не откровенничай очень сильно, все придет в свое время, она ему сказала. Но, ну и сильно не будь глуп, не кажись глупцом каким-то, ну и заучкой не кажись, да, вот так вот она ему подсказывает. Ну и также она ему еще сказала, интересуйся ей, спрашивай у нее, чего она хочет. Тебе нужно много интересоваться своим партнером. Знаете, он ушел от нее домой, в хорошем расположении духа. Что ему больше всего понравилось в вас, вот из этого всего? То, что вы не любите обмана, ему понравилось. И в то, что вы можете отстаивать свою позицию, то, что вы сильный человек, ему это понравилось. Что ему больше всего не понравилось? Ну, наверное, то, что тогда потрясло его. Ну, давайте, что ему больше всего не понравилось? Но ему остался вопрос нераскрытой преданности. То есть для него преданность на первом месте. То есть он не раскрыл этот вопрос, но этот вопрос может раскрыться только в отношениях. И как карты Таро видят ваши отношения на будущее, это после того, как он закрыл дверь к гадалке. Карты Таро видят ваше будущее романтичным, общительным, но и тревожным. Особенно если в эту романтику или в эти отношения, или в ваши разговоры, ваши тайны, сокровенные или открытые, ну, менее сокровенные, будет вылазить еще кто-то. И
Ваши отношения только начинаются, и все зависит от вас. Будет ли это сад с розами и с птицами, или это будет запустелый, одинокий сад без садовника, роз і птиць. Почуємось, побачимось. Па-па.